Всем привет, друзья! Сегодня вас ждет общий расклад Таро на будущее, но гадать вы можете сегодня по вариантам. Для того, чтобы погадать на перемены по судьбе, что ждет, что произойдет, что уходит, что приходит, чем сердце успокоится, вы можете выбрать или какой-нибудь один вариант, либо комбинацию вариантов, которые сейчас образуются на столе. Сколько их будет, я еще пока не знаю. Давайте посмотрим. Вот это вот будет первый вариант. Вариант номер 2. Прошу вас сегодня отнестись к раскладу серьезно, но с юмором немножко, да, или с легкостью с какой-то. Настройтесь на позитив, на свою ситуацию, на, возможно, на загаданного мужчину или женщину, на отношения, может быть, настройтесь. Наверное, будет 6 вариантов все-таки, чтобы не затягивать и чтобы, ну, и чтобы был какой-то, да, объем, да, информации вам. Ну и уверен, что вы выбрали или один вариант из 6, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, или любое количество. Можно выбирать все, прослушать от начала до конца. Настраивайтесь на себя. Я дам время подумать. Если не можете сосредоточиться, поставьте, пожалуйста, на паузу и сделайте выбор. Итак, уверен, что вы уже смогли определиться со своим вариантом. Начнем с первого варианта. Так, у нас вот так получается. Раз, два, три. Значит, смотрите, у вас в семье были проблемы какие-то. Вот вы прям не могли понять, вот как преодолеть препятствия и найти компромисс в каком-то вопросе в вашей семье. Не переживайте, у вас ждет урегулирование в вопросах семейных ценностей, родителей особенно родителей, их здоровья, и вы сможете вот расставить, как кажете, все крапки над «и», да, то есть в вопросах здоровья, семьи и решения всех проблем, и договориться по-хорошему, скорее всего. Здесь ангел в руках держит часы. С другой стороны, вы затяжной свой конфликт реализуете так, что будет устраивать и одних, и других. То есть ситуация и вашим, и нашим, она будет решена положительно для вас. То есть вы выйдете из девятки мечей и сможете все-таки, знаете, как с выгодой и для себя, и для других снимать шерсть с вот этих спящих барашков. Да? Поэтому ваш конфликт в семье и в отношениях будет урегулирован так, что будет устраивать обоих. Ну и не обоих, а всех членов семьи, и родителей, и детей. Позиция номер 2. Давайте смотреть. Смотрите, как бы вам не было тяжело сейчас, да, и если у вас вдруг чего-то не получается, и, может быть, над вами смеются, или наоборот, вы над кем-то смеетесь, да, сейчас, а у кого-то что-то не получается. Знаете, что если вы над кем-то смеетесь, то у этого человека, над которым вы смеетесь, он все равно прав. Если над вами смеются, если вы сохраните свой путь к своей цели, туда, куда вы сориентировались, то есть ваш ориентир, он правильный. И смотрите, здесь выпадает надежда, звезда. У вас все получится. Если у вас дела сейчас все плохо, то не опустив руки, вы выйдете из болота, сможете подняться вверх, улучшить свои дела. И вам будет завидовать тот человек, который смеялся. А ваши враги, они получат в отместку, да, вот бумерангом для ваших врагов, бумерангом высших сил будет то, что ваши проблемы перейдут к им, и наоборот, вы будете смеяться и подниматься вверх, а враги ваши будут тонуть. Поэтому смотрите, ваши проблемы уходят, главное не смеяться с людей или с ситуацией, которые, действительно сложные, сохранять оптимизм, верить в себя, сохранять надежду, и эта надежда выведет вас вперед. Это может касаться и отношений, и дел бизнеса, и финансов в том числе. Как минимум, ваша роль в жизни и ваша
актерское мастерство со временем, оно еще себя проявит, и даже этот путь, которым вы идете, он достаточно долгий, но он истинно верный. Главное не опустить руки. То есть дела пойдут на поправку. Именно вот отношения, бизнес и финансы. Ну и бумеранг врагам, да, если они с вас действительно смеялись, глумились или вас унижали, да, вот так. Если вы продолжите учиться какому-то серьезному делу, то в перспективе вы станете не то что мастером, а властелином этого дела. Вам нужно сейчас сконцентрировать внимание на обучении и не пропустить момент, когда нужно начинать. Поэтому сейчас нужно начинать учиться и, может быть, в процессе уже начинать что-то делать элементарное из того, чему вы начинаете учиться. То есть вам нужно практиковать свое обучение. И не бояться вкладывать деньги, не консервировать деньги во что-то, а пускать деньги в оборот, особенно в собственное образование. И интересоваться как можно большими аспектами того дела или того знания, которому вы можете посвятить свою жизнь. Если вы поедете куда-то, да, или начнете активно инвестировать в себя, именно инвестировать в себя, то рано или поздно вас заметят, вы будете значимым и замечаемым человеком. И если вы поставите цель двигаться вперед и приумножать свои качества, любые, и финансовые в том числе, и власть, и управление, и какие-то физические качества. Это карта и предпринимательская, и начало чего-то. Поэтому, смотрите, эти карты говорят о том, что прямо сейчас начинай двигаться, обучайся, применяй на практике свои знания, и через 4-7 лет, от 4 до 7 лет, ну максимум 11 лет у тебя уйдет, минимум 4, в среднем 7 и 11, ты станешь... Давайте так скажем, я даже скажу или авторитетом, или гуру своего дела, которое можешь начать прямо сейчас. Ну а какое дело вы мечтаете начать, можете поставить на паузу и написать в комментарии. У вас точно все получится, если не будете скупиться, жадничать для себя и не будете бояться инвестировать в свои знания. Ну вот такой вариант интересный. Ну вариант номер 4 давайте глянем. Вас в ближайшее время ждет конфликт. Вот он в центре. И этот конфликт вы можете избежать только если не будете конкурировать. То есть вам не нужно сравнивать, не нужно конкурировать, не нужно свое эго тешить и свое чувство своей значимости, собственной значимости повышать. То есть вам нужно быть просто проще. Желательно быть самим собой. Да, то есть как бы тут послание духов, да, как избежать конфликта. И чем проще, легче вы будете выглядеть в конфликте, проще и легче, тем меньше вы в конечном итоге потеряете и будете иметь проблем. Конфликта, скорее всего, не избежать, но в этот конфликт вам нужно зайти с наиболее простой позицией. И чем более проста позиция будет ваша перед этим конфликтом, если вы этот конфликт не заметите, ну, попробуйте не заметить или попытаться спустить на тормозах, то опять-таки это может вам помочь. Вас может ждать серьезный конфликт, особенно если вы где-то находитесь среди большого количества людей или с начальством, начальник подчиненный. И вот высшие силы вам говорят: оставайся самим собой,
делай вид, что это тебя не касается, ты чего-то не замечаешь, что это тебя не задевает. То есть, смотрите, в этом конфликте ваше задетое эго может привести к более серьезным последствиям, нежели если это эго не будет задето. Поэтому постарайтесь не обратить внимания и спустить все на тормозах. И тогда ваш конфликт принесет вам как можно меньше проблем. Ну, вот такой интересный вариант. Вариант номер 5. Давайте смотреть. Ну, смотрите, здесь идет как ограничение, это десятка жезлов, больше карта. Это конкуренция, да, и мотивация. В ближайшее время вас ждет сложная ситуация в деньгах. И это может быть и в бизнесе конкуренция, да, с одной стороны, в работе, в бизнесе. И это кармическое испытание. Смотрите, у вас должна появиться жесткая мотивация на успех. Без этой мотивации на успех вы не сможете протянуть вот этот вот крест, условно говоря, или пройти это испытание конкуренции. Поэтому вас ждет, например, собеседование, или какой-то спор, или какие-то сложности с деньгами, да, или сложности на работе. И вот, чтобы не потерять или остаться в этом самим собой, вам нужно принять этот вызов. Где-то, может быть, стиснуть зубы, где-то, может быть, не обратить внимание на трудности какие-то, то есть нужно преодолевать трудности. И нужно будет где-то подстраховаться. Ваши конкуренты могут вам подсунуть свинью, то есть или ограничить вас в возможностях каких-то, или ограничить вас в финансах. Поэтому готовьтесь к серьезным трудностям в финансовой сфере. И это испытание, пройдя это испытание, вы откроете для себя возможности и зарабатывать больше, и получать больше от жизни, не только денег, но и других возможностей для себя. Я не исключу, что в ближайшее время вам придется тяжело искать новую работу, и получаться у вас не будет. У вас на работе, в бизнесе могут быть трудности, но прекращать это делать и отчаиваться, вам нельзя. Только знать, что если сегодня не получится, получится завтра. То есть у вас должен быть мотиватор некий. Ну и лучшим мотиватором для вас будет, давайте скажем, или $1. Вот здесь он 1 нарисован. А здесь $10. То есть поставьте в рамочку мотиватор для себя. Пусть это будет 1 или $10. Ну, если это не доллары, поставьте тот мотиватор, который вам подходит больше всего. И продолжайте это испытание. Также тут я не исключу, что, возможно, в конечном итоге где-то придется корректировать какую-то родовую программу по матери. Именно материнскую родовую программу. И где-то, возможно, придется вашим ангелам и демонам столкнуться друг с другом. Ну и при этом в конечном итоге это столкновение повлияет на улучшение финансового потока и вашей личной жизни в целом, в материальном аспекте. Но в это, возможно, придется где-то, может быть, со временем вкладываться, да, и решить какие-то сложные финансовые задачи для себя. Ну и позиция номер 6. Смотрите, очень скоро вы окончательно освободитесь. Видите, здесь 13-й аркан. Ну, 13-й аркан — это обычно, да, Мартидо. А здесь свобода и фертильность. Вы очень скоро поймете, что деньги, бизнес, там, может быть, еще какие-то аспекты, они для вас значимость невысокую имеют. А все, что для вас имеет значимость, это сексуальность, красота и личная жизнь. Вы окончательно в ближайшее время освободитесь от гонки за деньгами. И начнете налаживать свою личную жизнь. И на вашем пути обязательно встретится достаточно красивая, статная, крепкая, длинноволосая женщина, если вы мужчина. Но и у вас будет такая повышенная заинтересованность и возбужденность этой женщины. Ну а у женщины на пороге появится такой прекрасный зеленый змей-искуситель, и после встречи с которой вы поймете, что все, что было раньше у вас по жизни, не имеет никакого значения. Ваша личная жизнь
на фоне каких-то финансовых трудностей резко пойдет вверх. И, возможно, так пойдет, что здесь башня 13, что вам просто обоим снесет головы и, как говорится, клево будет так или настолько, что вы забудете про все на світі. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе і пам'ятайте, що у будь-якому двобої або протистоянні янголів та демонів завжди варто розуміти, що передбачити або підстелити собі соломки іноді не завадить. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.